В пригородной школе неподалеку от Атланты училась девочка по имени Мэйси Джонсон. Тихая, скромная, с выдающимися способностями к математике и естественным наукам, она часто оставалась незамеченной среди более шумных одноклассников. Мэйси была чернокожей и жила с матерью Эвелин Джонсон в обычном жилом районе. Отец ушел, когда Мэйси была совсем маленькой. На одном из классных занятий, когда детям дали задание рассказать о работе своих родителей, Мэйси с осторожной гордостью написала, что ее мама работает в НАСА. Когда очередь дошла до нее, она повторила это вслух. Некоторые одноклассники хихикнули. Учительница миссис Кларк, женщина лет 50, с устоявшимися взглядами и утомленным выражением лица, скептически переспросила и рассмеялась. Это был не добрый смех восхищения, а пренебрежительное, чуть насмешливое, разве такое возможно отношение. Она не назвала Мэйси лгуньей напрямую, но ее интонация сделала это за нее. Мэйси опустила голову и больше ничего не сказала. В классе наступило странное напряженное молчание. Она не пыталась переубедить никого, просто дождалась звонка и ушла домой. На следующий день все было как обычно до середины второго урока. В дверь постучали. Учительница, ожидавшая какого-то курьера или администратора, не сразу обратила внимание. Когда дверь открылась, в класс зашла высокая женщина в полном белом костюме астронавта с эмблемами НАСА и американским флагом на рукаве. В руках она держала шлем. Подняв забрало, она представилась негромко, но достаточно ясно, чтобы все услышали. Это была Эвелин Джонсон, инженер из Лэнгли, принимавшая участие в подготовке к испытаниям новых материалов для миссий за пределы земной орбиты. Визит был заранее согласован с администрацией школы, но учительница об этом не знала. Класс замер. Даже самые разговорчивые ученики молчали. Миссис Кларк покраснела и стояла, не в силах выдавить ни слова. Эвелин спокойно рассказала детям о своей работе, показала оборудование, ответила на вопросы. Мэйси сидела в конце класса, не улыбалась, но в ее взгляде было то спокойное достоинство, которое невозможно подделать. После визита матери Мэйси отношение к девочке резко изменилось. Ученики, даже самые насмешливые, начали воспринимать ее иначе. Учительница попыталась извиниться, но по сути все было уже сказано и показано. С тех пор в классе больше не смеялись над чужими мечтами. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.